Bluetooth наушники с эргономичным и оригинальным дизайном, удобным кейсом, Hi-Fi звучанием, поддержкой кодека SSC, настройкой звука, учитывая форму ушей и особенности ношения на базе Galaxy AI. Перевод в реальном времени, активное шумоподавление с учетом посадки, безупречным управлением жестами, системой из 6 микрофонов, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной коробке из плотного картона, упаковка стандартная для Samsung. На ней у нас здесь изображение и название модели, а также краткая характеристика. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство пользователя, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и комплект амбушюр разных размеров. Весит кейс 47 граммов, а один наушник весит 5,5 граммов. Габариты кейса и наушников вы видите на экране, все в пределах разумного. Звуковод здесь круглой формы с металлической сеточкой. Оформлен он отлично. Но обыкновенные амбушюры на него не встанут, то есть нужно покупать все равно специально под эти наушники. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Начнем. В продаже имеется две классические расцветки на выбор. Это серебристый и белый. Дизайн кейса такой же, как и у версии Buds 3, а именно прозрачная крышка с надписью Samsung и прямоугольная форма. Нижняя часть кейса плоская, и благодаря этому его можно ставить в вертикальном положении. Подобный обновленный дизайн мне нравится, выглядит современно и лаконично. Выполнен кейс из глянцевого, тактильно приятного и качественного пластика, собран он хорошо. Крышка не имеет люфта, что в открытом положении, что в закрытом. Шарнир, к слову, металлический. Материалы не марки, царапины и потертости быстро не появляются. Кейс средних размеров и в кармане практически не мешается. На корпусе расположили LED-индикатор, разъем Type-C и кнопку для сопряжения. Открыть одной рукой крышку кейса можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, и во время изъятия наушников она не мешается. Хлопок при закрытии глуховатый. Далее, внутри кейса есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и обозначением левого и правого места. Наушники в кейсе гуляют, вытряхнуть наушники из кейса с закрытой крышкой очень сложно, а с открытой придется прикладывать немало усилий. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из глянцевого пластика, сборка хорошая, но многим, кто уже купил данную модель, не нравится стыковочный шов. Могли бы сделать менее заметный шов, как по мне. Но это не брак, это просто особенность структуры. Дизайн футуристичный и запоминающийся, ножка выполнена в форме призмы, посадка плотная, во время пробежки наушники не вылетают. Смотрятся они в ушах очень аккуратно и не громоздко. При длительном прослушивании музыки уши не устают и дискомфорта наушники не доставляют. Далее, на корпусе расположили по два контакта для зарядки, по 3 микрофона на каждом наушнике, маркировку Left и Right, LED-подсветку состояния наушников в виде полос на внешних частях ножек, области для управления сжатием и сенсорные области для управления нажатиями. Подсветку можно настроить в приложении, но она поддерживает только один цвет и 3 режима работы. Также наушники оснащены акселерометром, гироскопом, датчиком холла, датчиком давления, датчиком приближения и датчиком костной проводимости. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение между режимами шумоподавления и включение режима Mindfulness для концентрации. На сжатие откликаются наушники хорошо и быстро, как и на свайпы для регулировки громкости. Ко всему можно использовать все необходимые команды одновременно при этом, но нет возможности полноценно персонализировать управление. Управление удобное и команды сопровождаются приятными системными звуками и щелчками. Далее, наушники оснащены системой двойного драйвера с планарным БЧ-излучателем. По кодекам есть поддержка AAC, SBC, SSC и SSC-UHQ. Последние два кодека поддерживают только смартфоны бренда Samsung. Buds 3 Pro имеют активное шумоподавление с 5 режимами работы, плюс есть адаптивный режим ANC. ANC может
может работать даже с одним наушником, но для этого необходимо включить соответствующую функцию в приложении. ANC, лично по моим наблюдениям, хорошая, но не дотягивает по качеству шумоподавления яблочных наушников. Что можно сказать и про функцию прозрачности. Несмотря на это, ANC достаточно для того, чтобы отрезать посторонний монотонный шум на улице или в шумных местах. Адаптивный режим работает хорошо, и каких-либо проблем в итоге с ANC я не встречал. Функция прозрачности также имеет 5 режимов работы. Удобно, что есть автопереключение на функцию прозрачности с обнаружением голоса и обнаружением сирены. А также можно включить функцию прозрачности во время вызовов. Для тех, кому будет недостаточно громкости, в дополнительных настройках можно включить повышение слышимости для функции прозрачности. Это опять же, если вам не хватает громкости в функции прозрачности. В целом, данные функции только улучшают опыт использования наушниками и лишними по мне не являются. С ANC автопереключение функций прозрачности также может работать. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному работают и переподключение бесшовное. Buds 3 Pro автоматически подключается после открытия крышки кейса с ранее сопряженным устройством, а анимация есть только в паре со смартфонами Samsung. Датчики обнаружения работают корректно, в приложении можно отключить автоматическую паузу и переключение вызова на смартфоне при извлечении наушников. Из полезного можно выделить функцию об напоминании разминки шеи, и ее работа более стабильная по сравнению с тем, что было в наушниках Buds 3 на момент выхода обзора на Buds 3, который уже на канале. Полноценный мультипоинт с автоматическим переключением отсутствует, есть только переключение между самсунговскими аккаунтами. Также наушники поддерживают функцию прочтения уведомлений, настройку баланса звука, поиск наушников с звуковым сопровождением, проверку прилегания, а для персонализации звучания имеется 6 хорошо настроенных предустановленных эквалайзеров, 9-полосный кастомный эквалайзер и автоматический режим на базе Galaxy AI, который подстраивает звук, учитывая форму ушей и особенности ношения. На персонализацию звука Buds 3 Pro откликаются корректно. Емкость аккумулятора 515 мАч, беспроводная зарядка на борту, что удобно. Емкость одного наушника 53 мАч, полный цикл зарядки кейса и наушников в среднем составляет 1 час 45 минут, а полный цикл зарядки наушников от кейса не больше часа. Отыграли наушники на 50% громкости по кодеку AAC без различных технологий и без ANC 7 часов 20 минут, а с кейсом до 30 часов. Время автономной работы хорошее и хватит однозначно большинству пользователей, но оно не является рекордным. Плюс, если использовать наушники по фирменному кодеку от Samsung, время автономной работы будет меньше. Далее, Samsung Galaxy Buds 3 Pro имеют стандарт защиты от влаги и пыли IP57. После утопления наушники не перестали работать, и ухудшений в работе модели я не обнаружил. Отмечу, что все тесты и запись примера микрофона производилась до утопления. Вам я не советую намеренно испытывать удачу, но от пота или мелкого дождика данная модель не должна выйти из строя. Далее, данная пара работает в паре с приложением Galaxy Wearable. Обновления мне уже прилетали, обновилась пара довольно быстро. На стартовой странице с подключенными наушниками, кроме уже перечисленного, мы имеем заряд кейса, заряд наушников в процентах. Приложение удобное, и в паре с Buds 3 Pro оно работает без сбоев. Летим дальше. Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Через одну стену, как и через две стены, наушники не отваливались. На улице фризов я не обнаружил, и однозначно по стабильности связи все отлично. Задержка на YouTube незаметна, в целом как и в играх, но она будет куда лучше, если использовать их в паре со смартфоном от Samsung. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны отрабатывают отлично, даже в шумной обстановке каких-то проблем во время разговоров с собеседником у меня не возникало. Жалоб я не получал, и по итогу можно сделать выводы, что микрофоны и вправду очень достойные. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Samsung Buds 3 Pro и насколько они, эти Galaxy Buds 3 Pro, хорошо отрабатывают, вам виднее, вам, как говорится, лучше слышно. Единственное, я могу отметить в тысячный раз, что микрофоны вашего смартфона работать будут лучше. А так, в целом, микро здесь прям топовое, особенно со смартфонами Samsung. Звучание. Напоминаю, что лучший звук будет через кодек SSC в паре со смартфонами от Samsung, а не по кодеку AAC. Лично мне звучание нравится, для кого-то в стоке будет не хватать низких частот, но для меня все идеально. Низкие частоты мощные и глубокие, без лишнего акцента, высокие приятные и выразительные, середина отлично проработанные, каши из частот лично я не наблюдал. Сцена широкая, звук качественный и детальный, вокал как мужской, так и женский отыгрывает пара хорошо. По жанрам ограничений нет, можно слушать музыку любую и наслаждаться качеством звука. Но сказать, что это топовое звучание, я не могу, так как рынок ТВС-наушников очень большой, конкурентов очень много. Для тех, кому нужно более басхедное звучание, советую обратить внимание на OnePlus Buds 3 Pro. Но у них другие болячки. Из минусов качество материалов хоть и отличное, но оно не столь премиальное, как во второй линейке Galaxy Buds. Нет полноценного мультипоинта, отсутствие кодека высокого качества помимо SSC. Ко всему функция пространственного звука с отслеживанием положения головы, как и функция Auracast и перевод в реальном времени работают только в паре со смартфонами от Samsung. Нет функции поиска наушников с кейсом, шумоподавление и функция прозрачности требуют доработки. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного, и Samsung чаще всего выгоднее всего покупать на наших рядом маркетплейсах с быстрой доставкой. Резюмирую. Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro отличная модель, как и Buds 3. От меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.